Привет. В этом видео я покажу геймплей за сервал и заодно покажу ее скиллы. Это бета-тест, то есть все, что здесь увидишь, может быть изменено в будущем, так что для общей информации, я думаю, будет полезно, но на старте, на релизе, это, скорее всего, может быть какие-то изменения. Так, значит, вот она сама сервал. Рокерша белобокская. Как мы знаем, как, может быть, и не знаешь, у каждого персонажа есть базовая атака и навык. И потом еще есть сверхспособность. Вот базовая атака наносит 50% силы атаки сервал в качестве электрического урона выбранному противнику. Следующий это у нас навык. Это что-то наподобие Ешки в Геншине. Если кто-то из Геншина пришел, то вот этот вот навык это Ешка. Наносит 60% силы атаки сервов в качестве электрического урона выбранному противнику и 30% силы атаки сервов в качестве электрического урона соседним целям. Кроме того, пораженные противники имеют 80% базовый шанс получить шок на 2 хода. Противники со статусом шок получают периодический электрический урон, равный 40% силы атаки сервов в начале каждого хода. То есть, после удара этой ешкой по цели, у сервов есть шанс наложить 80% шанс наложить шок на противников в течение двух ходов. И что еще плюс этого, что она наносит одной цели 60% силы атаки от своей силы атаки, плюс 30% от силы атаки в качестве электрического урона соседним целям. То есть можно сказать, что это массовый урон. Ее сверхспособность наносит 108% силы атаки сервов в качестве электрического урона всем противникам и увеличивает продолжительность шока противников на 2 хода. То есть можно, так сказать, если враги находятся под шоком уже, используя ее сверхспособность, то есть ульту, можно так сказать, мы наносим урон и еще продлеваем действие шока. То есть после ульты можно снова же атаковать ешкой, например, и нанести еще больше урона. Талант это у нас это всегда пассивная способность. После атаки наносит дополнительно 40% силы атаки серва в качестве электрического урона всем противникам в статусе шок. И здесь называется техника, но можно ее назвать, скорее всего, вспомогательной способностью, потому что ей нужно атаковать до начала боя. Перед тем, как... Точнее, ей нужно начинать бой, если у противника, против которого сражаемся, он уязвим к электро. Немедленно атакует противника, после входа в бой наносит 50% силы атаки серва в качестве электрического урона случайному противнику. В то же время все противники имеют 100% базовый шанс получить шок в течение 3 ходов. В статусе шок противники получают 50% силы атаки сервов в качестве периодического электрического урона в начале каждого хода. То есть, начиная бой этой атакой, если враг уязвим к электро, она наносит 50% урона от своей силы атаки случайному врагу, но в то же время у нас есть 100% базовый шанс наложить шок на противника в течение 3 ходов. Ну, естественно, те, кто находится в статусе шок, после любой из атак серва им наносится тоже урон. То есть, если мы атакуем врага, одного врага, но рядом с ним стоят 2 других со статусом шок, то им нанесется массовый урон, так сказать. То есть, их тоже заденет атакой. Она будет меньше, 50 силы сервал, но все же халявный урон всегда хорош. Значит, что? Вот она ешка, как видите, ешка это вот эта вспомогательная атака в свободном режиме. У нас их 4 заряда. После каждого боя одна такая атака перезаряжается. И есть обычная вот атака.
которая мы просто ходим, махаем, ломаем вещи, но с помощью нее тоже можно начать бой, но лучше начинать бой с помощью техники сервал. Сейчас найдем врагов. Вот этот враг. Этот, например, у него нет уязвимости. Здесь в команде в этой нету ни одного врага с уязвимостью к электро. Потому лучше пройдем в другую сторону и найдем такого, у которого есть уязвимость, чтобы было более... Лучше показать, как она работает, сервал, в бою. У этого есть, как видите, мигает он значок. Вот, начинаем бой с помощью Ешки. Уязвимость, как видите, значит, сработала... То есть мы атаковали первыми, сработал эффект. Как видите, этому посредине врагу уязвимость наполовину уже снеслась. Почему? Потому что он единственный в этой команде, у которого есть уязвимость к электро. Остальных не задело, потому что у них нету уязвимости к электро. Теперь... Значит, начинаем бой с помощью Данхена, но посмотрим сразу... Ладно. Сейчас мы вот этому щит пробьем. Вот так. Это вот Ешка, это по сути как... одиночный... по сути как... ульта... Кушка, точнее, можно так, наверное, назвать в Геншине. Это вот Пелла. И вот она сервал. Значит, у нас есть одиночная атака с помощью Q. Она гитарой атакует. И есть взрыв, вот этот вот Ешка. Начнем с ульты. По вот этому врагу, чтобы ему сразу щит уже разбить. Щит или уязвимость. Нажимаем пробел. Как видите, из-за того, что все были под статусом шока, она сразу массово всех задела. Ну и, получается, с одного удара всех разнесла. Сейчас еще один убой сделаем, чтобы посмотреть другие атаки сервал тоже. Попробуем сейчас вступить в бой с помощью обычной атаки, а не ее вспомогательной. Так, у этого мы знаем уже, что у него нету никакой уязвимости, потому нам нету особенного смысла с ним сражаться. Вот здесь есть. Начнем с этого. Снова начинаем с помощью вспомогательной атаки, то есть на Ешку. Как видите, вот, получается, сразу все враги под шоком. Вот, у них статус шок. Что это нам говорит? Это говорит о том, что когда в следующий раз будем атаковать, например, Ешкой сервал, то всем врагам нанесется урон. Мы будем пробивать щит вот этому... Ладно, не получилось совсем щит пробить сразу, ну ладно. Кажется, с него статус снялся. Пелла. Ладно, Пеллой мы на кушкой атакуем, потому что тут нет никого уязвимого. Так. Атакуем, значит, Ешкой. Как видите, сразу из-за того, что они были в статусе электро, им всем урон нанесся. И... Так, Даньхэн. Этому пробьем щит сразу. Пеллой атакуем вот этого. И сейчас атакуем кушкой уже, сразу, чтобы посмотреть кушку ее. И теперь из-за того, что он в статусе электро, мы сейчас используем ульту сразу же по нему. Чтобы нанести больше урона. Вот и все. Думаю, получилось неплохой такой быстренький обзор на сервал. Если будут какие-то замечания, пишите в комментариях под видео. Только так, чтобы это конструктивно, потому что чтобы можно было научиться или понять, что вы хотите, и в следующий раз исправить и улучшить, так сказать. Большое спасибо за просмотр. В течение дня я выпущу видео про остальных персонажей, которые у меня уже есть.
Так что подписывайся на мой канал. Подписывайся на мой канал, и чтобы не пропустить выход новых видео. И еще раз большое спасибо. Увидимся в других моих видео.